Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться в этот период? Или с первых дней месяца? Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад, он не передаст всю историю вашей личной жизни. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. И в самом начале месяца, или точнее в конце января, планета Уран перешла уже из ретроградного в прямое движение. И это означает, что мы можем столкнуться с неожиданными новостями, можем узнать какую-то правду, или истина словно перед нами открывается. В целом период может напоминать метаморфозы. И 10 дней – это достаточно небольшой срок, и тем не менее, момент перехода между прошлым и будущим кто-то из нас прочувствует очень остро, словно прошлое уже пытается само оттолкнуться от нас. Его, по сути, не существует. А будущее, оно еще не отстроилось или как будто не родилось. Нам пока не видно, как мы будем поступать дальше, какую мы для себя стратегию, тактику изберем. Здесь может быть осознание, что да, действительно, не будет как прежде. Давайте мы узнаем для вашего знака зодиака, что подскажут карты. И первые 4 карты мы не задаем вопросов, просто достаем из колоды. Это у нас колода Ленорман. Какие события раскроют карты для вашего знака зодиака на 10 дней? Какое будущее? Чем вы будете заниматься? Что у вас будет в приоритете? Какие вопросы? Итак, узнаем будущее для представителей знака зодиака Лев на 10 дней. Будущее, к чему все идет или что будет меняться? В какой сфере возможны эти перемены? И у нас сегодня колода Таро, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне она очень нравится. И первая карта Таро неожиданности. С чем это может быть связано? Или откуда они придут? Но пусть будут приятные сюрпризы. Итак, первая карта. А вторую мы с вами назовем так: колесо фортуны. В чем ваша фортуна? Что исполнится в эти 10 дней или в чем ваша сильная позиция? Вот как раз этому уделить внимание. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, у кого-то ваши достижения, документы или учеба, энергия денег, энергия любви и личной жизни, и карта совет, которую мы с вами откроем в самом конце. Что же за события будущего? Мои дорогие девочки, это вы сами. Ваши планы, ваша, может быть, карьера или то, что вы надумали сделать, совершить. Вообще это рост, может быть, вашей популярности. Это какие-то новые возможности. Я бы сказала, вы в центре внимания будете в эти 10 дней. За вами могут буквально наблюдать. Для кого-то из вас это проиграется, что какая-то персона может к вам проявить особые знаки внимания. Почему? Потому что вы интересны. Или захочет познакомиться поближе. Мои дорогие мужчины, это может свидетельствовать о том, что есть у вас контакты с какой-то важной женщиной. И она может быть кем угодно, начиная от мамы вашей и кончая руководителем. Понятно, любимая женщина тоже. Но, значит, первую скрипку, тем не менее, какое-то лицо женского пола может для вас играть. Или это может быть та персона, которая не выходит из головы, от которой вы все время думаете. Давайте откроем вторую карту. Каковы события будущего? Но правда, для вас, мои дорогие девочки, солнце, нечего добавить. Карта счастья, карта возможностей, карта радости. И она соответствует где-то тузу бубен. Это правда, как новое начало чего-то. Безусловно, по Солнцу у нас часто идут именно наши достижения. Или вопросы, касаемые денег, конкретно бизнеса, например. И здесь тоже все с прогрессом. Для кого-то может означать и личную жизнь. Я прошу извинить за паузу. И карта Солнца, безусловно, это когда сбываются наши мечты. И поэтому для вас какой-то очень положительный момент и решающий, я бы сказала, потому что Солнце еще свидетельствует о чем-то принципиально важном, чем вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев.
Возможно, вы этим заниматься будете еще дольше. Но вот именно в этот период 6-8 месяцев это по максимуму будут приложены ваши усилия. Ваше, может быть, участие в каком-то деле, в проекте или в разработке, может быть, вашего плана для того, чтобы осуществить мечту. И это будет, скорее всего, опять же, касаться ваших достижений или достижений, потому что нужно решить финансовый вопрос. Но здесь, поскольку бубны все же у нас, да, туз-бубен, но это продуктивный период времени. И по тузу пентаклей или туз-бубен — это всегда то зерно, которое мы садим в землю, и в последующем мы получим какие-то добрые плоды. В принципе, видимо, этот период 10 дней — благодатная почва для того, чтобы сделать для самого себя или самой себя что-то очень хорошо. Нечего добавить. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Правда, за вами могут наблюдать. Безусловно, карта змея — это в первую очередь мудрость. Но для кого-то может проиграться как страсть. Почему нет? Тем более первая карта у нас персональная и вопросы личной жизни. Может быть неожиданное какое-то внимание, которое будет для вас, мои дорогие девушки, женщины, проявлено к вам. И тогда этим отношениям, они как будто они вам зачем-то нужны. Здесь может появиться человек новый совершенно, и я это допускаю. Или тот, которого вы знаете, или знали, может быть, долгое время. Здесь какая-то активность будет с его стороны. И такое я тоже допускаю. Но все же, будем говорить откровенно, змея, если нам говорит эта карта о мудрости, о том, что мы как раз наблюдаем за людьми тоже, это вообще о чем? И вы можете быть в центре внимания, и это где-то, ну, что греха таить, иногда порождает зависть, поэтому будьте особо внимательны, добавим так. Это может быть тот человек, который проявляет, допустим, к вам лояльность, а вместе с тем ждет подходящего случая, чтобы поставить подножку. Вот это я тоже не исключаю. Все-таки змея. У нас, конечно, уже с первых чисел февраля, уже буквально по восточному календарю, год змеи. И год змеи для нас, для всех, это год адаптации и организации жизни по-новому. И я тогда с учетом карты Солнца могу сказать, что где-то в феврале начинаются ваши победы или фундамент вашего будущего успеха. Но мудрым быть очень важно. Почему? Делать важные выводы вам, видимо, придется в течение как минимум 6-8 месяцев. Может быть, и очень активно эти выводы делать. Может быть, и прощаться где-то с прошлым. Или вы будете видеть, какая-то история из прошлого завершается, и сразу на ее место спешит какая-либо другая. У кого-то это проиграется и в личной жизни, у кого-то это проиграется по работе и труду. Перезагрузка, мои дорогие львы и львицы. Поэтому будьте все же осторожны. Раз змея выпадает, чего-то мы можем не увидеть. А вот мудрость, интуиция будут вам как раз помогать. И интуиция по этому аркану тоже проигрывается. Почему? Наблюдение. Наблюдение, выводы и где-то себя слышать, научиться лучше, чтобы на последующий период знать, где соломки подстелить. И так я тоже допускаю. Вы правда будете в центре внимания. Вы можете буквально сверкать. Я имею в виду рост вашей популярности. И это всегда не обходится без каких-то пересудов или не обходится без каких-то завистников или из тех людей, которые вам дают неправильные советы. Вам придется держать марку на любых поворотах, и этому нужно уделить пристальное внимание. И все начинается как будто в феврале. Смотрите, аист, тут может проиграться какая-то личная история, мои дорогие, когда вы с вашим, может быть, любимым человеком на расстоянии. Или это расстояние, ну, когда вы вообще в разных странах или в разной местности. Или, может быть, какие-то поездки. Для вас, мои дорогие, может быть такая ситуация, когда вам нужно поехать в командировку, оставить дом буквально. Или это все же у нас один аист может говорить о том, я это тоже допускаю, что вы с кем-то расстанетесь. Именно вы расстанетесь. Вы подведете словно баланс между прошлой жизнью и будущим. Все же иногда эта карта говорит о том, что мы как будто выбираем именно на данный этап жизни оставаться одному или одной. Потому что для нас либо какие-то более важные дела,
либо мы чувствуем, что для нас очень продуктивное время для личных амбиций и продвижения. Мы как окунаемся в работу или в заработки, или мы начинаем обустраивать наш быт, но опять же не для кого-то, а для себя, чтобы жилье было более комфортно. Вы можете поставить перед собой какие-то новые тезис-планы. Тут действительно какая-то перезагрузка, и отталкиваетесь вы от того, что вы хотите. И не кто-то хочет. Не для того, чтобы быть для всех, точнее, нужным, полезным или одинаково лояльным. Нет. Вот здесь вы себя ставите на первое место. И я должна сказать, самое время. Может быть, даже если вы и от чего-то отказываетесь, то тогда вам это будет сделать, вы знаете, вот вообще легко. Если бы прежде, может быть, еще месяц назад вы бы испытывали некоторые сомнения, сожаления или какой-то сеанс самокопания вы бы себе устроили, а вот именно в феврале вы скажете себе: нет, да и ладно, жизнь прекрасна. Вот у вас будет приблизительно такое настроение. Давайте узнаем, что же там в неожиданностях. А вот и правда, тут новые возможности. Конечно, по этой карте иногда нас дети радуют, дети даже взрослые, но для кого-то из вас это получение новой должности или стремление сделать карьеру. Это сам по себе процесс обучения, потому что это для вас нужно для построения либо работы, либо бизнеса, либо буквально увеличения дохода. Кто-то из вас будет изучать, каким образом я могу себе обустроить вторичный доход. Вот тема денег и каких-то начинаний в неожиданностях может быть сама по себе, как вас, ну, как озарение какое-то, что вот мне нужно сейчас добавить еще, может быть, как запасной аэродром, дополнительный способ заработка. А для кого-то это проиграются новые возможности на работе или, может быть, по учебе. Здесь есть что-то такое, то, что вам будет нужно в будущем именно, или это будет то, чем вы будете активно заниматься как раз 6-8 месяцев, о том, чем я говорила. Давайте мы посмотрим ваше колесо фортуны, в чем вам везет. Вот важное решение. Или вы получаете важную новость. Для кого-то открывается тайна. И это может быть даже не та тайна, которую кто-то от вас скрывал. А у вас словно были глаза закрыты на что-то. А здесь вы абсолютно точно с чем-то определитесь. Какая-то липкая паутина мысли у вас закончится, и в этом ваша сильная позиция. Или когда вы словно блуждали в лабиринте, а теперь вы точно находите выход. И в этом вам помогают где-то и высшие силы. Они вам словно вас направляют. И я люблю эту карту за то, что вот все сомнения ненужные или какая-то двойственность, когда выпадает туз мечей, это все пропадает. И это в этом колесо фортуны. Вы теперь четко знаете, что вы будете делать. И еще более четко, чего вы не хотите продолжать. Вот, наверное, если оттолкнуться от противного, тогда у нас все становится всегда по местам. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес, достижения, возможности. Правда. Ну, для кого-то может совпасть «я хочу работать на дому». Или наоборот, ваш труд может быть связан с командировками. Тут может измениться график работы. Или какие-то добавятся вам перемещения. Может быть, для кого-то из вас ваш кабинет, офис, релокация офиса. Или вы где-то можете находиться, даже не меняя работы, но, может быть, внутри какие-то ваши организации, если вы работаете по найму, происходят перемещения, и вы можете, ну, как получить, к примеру, должность и одновременно находиться в другом месте, нежели вы находились до этого, именно по работе. Для кого-то из вас это прощание с прошлым и все то, что я говорила до карт. Тут действительно Уран ускоряет некоторые процессы вашей жизни, чтобы вы быстрее расставили все по местам. Почему восьмерка кубков? Человек нам показан уходит, и он уже спиной повернулся к прошлому. Нечего хранить. Может быть, эта карта иногда, правда, может проиграться в отношениях, когда вы решите, я уже не буду повторять, завершить что-то, причем без сожаления. И тогда вам, знаете, как с новым притоком вдохновения, жизненных сил, бодрости. Для вас как мир заиграет другими красками. Для кого-то из вас это вы ищете выход, может быть, из сложной ситуации, и значит, вы его найдете. Восьмерка как раз кубков и говорит, что да, не будет как раньше,
но перед нами открываются новые перспективы. А если была какая-то путаница, и вы не могли найти выход из сложной ситуации, то здесь вы его находите. Тут практически вперед в будущее. Давайте посмотрим, что по финансам. Ну, я должна сказать, деньги есть, деньги будут. Королева Пентаклей. Ну, может быть, для кого-то и проиграется буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Это может быть помощь ваших близких, потому что часто по Королеве Пентаклей, это придворная карта двора, проходят тоже именно наши родственники, ближайшие где-то родственники. Иногда проходят и надежные друзья тоже. Но или так, или иначе, деньги у вас есть и будут. Но еще королева Пентаклей, она умеет из любого хаоса создать порядок. Или свое благополучие практически отстроить с нуля. И где-то вот все то, что я говорила в самом начале по картам, как новая стратегия и тактика, или новые способы заработков, или изучение каких-то скиллов, для того, чтобы можно было работать самостоятельно, может быть, как вторичный доход после основной работы. Есть тема денег не просто получить и потратить, а что-то развить или создать, изменить кардинально вашу составляющую финансовую, когда вы будете более независимы. С одной стороны, у кого-то это откроется именно по труду, по занятости, и даже если вы работаете по найму, там тоже могут произойти какие-то очень добрые события для вас. Но и если мы говорим о личном творчестве, то тогда по этой карте у вас получится воплотить в жизнь какой-то свой проект. Потому что у королевы Пентакли любая ее задумка сначала рождается в ментальности. И так или иначе, какими-то путями она этого создает в реальной жизни. Уметь сказку сделать былью. В двух словах, вот что означает эта карта. Причем это карта стабильности, надежности. Она говорит как и о стабильных людях, надежных, которые сделали себя сами и прошли какой-то очень сложный путь, поэтому они способны понимать правильно разные житейские ситуации, и на них можно опереться. Вот самые разные направления могут проиграться по этой карте, но в принципе деньги есть, деньги будут, если мы говорим про 10 дней. Личная жизнь. Король мечей. Вы можете познакомиться на работе, вы можете по работе поехать в какую-то инстанцию и тоже познакомиться с человеком. По королю мечей идут руководство, к примеру, или высокие чиновники. Решая те или иные вопросы, вы можете установить контакты с руководством. И кто знает, может быть, именно вами все то, что я говорила, руководитель заинтересуется. И это будет означать, что сначала, возможно, сложится дружба или какие-то деловые контакты, но вполне вероятно, это каким-то образом, пусть не для всех, но для кого-то из вас может потом быть более близкой историей. Для кого-то из вас знакомство может быть совершенно случайным, когда вы решаете какие-то по труду, по занятости вопросы или обращаетесь, опять же, в какие-то инстанции. Все же мы на личную жизнь смотрим. Для кого-то из вас я этого тоже не исключаю, все же мы все разные. У кого-то, если, к примеру, у вас идут слушания в суде. Иногда проигрываются, как и судьи, адвокаты, юристы. Или, может быть, стремитесь завершить судебный процесс, чтобы теперь можно было с новыми энергиями идти дальше. Или завершить какую-то минусовую ситуацию, которая касалась личной жизни. Это карта рационального в целом человека. И здесь, конечно, у каждого будет по-своему. Но что она говорит? Будь внимателен. Ваша энергетика такова, что даже если в ваш адрес будет кто-то проявлять внимание, это я больше адресую девочкам, то вы на своей волне. Вы можете даже не придать этому значения. И знаете, вот именно когда вы не придаете значения, это вам, ну, как фору дает, или как человек будет заинтересован дважды. Может быть, его это заинтригует, к примеру. Такое тоже могу допустить. Но если по личной жизни вы можете, к примеру, по этой карте, если мы говорим личной жизни, только ж любовь, это могут проигрываться какие-то ваши новые и начинания, когда вы будете этому уделять много времени и сил, и тогда для вас карта говорит, ты узнавай что-то наверняка. Тут, в принципе, для вас вся энергетика на эти 10 дней, она более рациональная.
Потому что, может быть, кому-то придется изучать законы и по работе, и искать вот этот выход из создавшейся ситуации. У кого-то это по деньгам, вы будете что-то новое рассматривать. И тогда я могу сказать, что для кого-то из вас работа в интернет или посредством новых технологий, пусть это будет искусственный интеллект или другие какие-то цифровые технологии, вы можете тоже заинтересоваться, потому что король мечей – это воздух. И все то, что у нас связано с пространством, воздухом, эфиром, интернетом, в этом ваше тоже преимущество, у вас туз мечей, как начало какого-то нового проекта. Для кого-то из вас это начало нового знакомства или отношений. Вот здесь будет по-разному. Кто-то будет очень рационален, строг и окунется в работу, а кто-то, окунувшись в работу совершенно случайно, может еще и познакомиться. Давайте карту совет откроем. Интересный период. Ваше солнце на кону. А ведь правда, смотрите, здесь может быть какая-то новость. Узнать правду, я говорила, да? Это как по Урану. Но это еще и ваше собственное решение, ваш собственный выбор, выход из создавшейся ситуации и первые действия по направлению к чему-то новому. Вы как практически в эти 10 дней, я так вижу, переступаете этот порог между прошлым и будущим. И перед вами, вот как по карте Солнца, открываются новые перспективы. Да, окружение может вас не радовать. Такое я тоже допускаю. Или визуально оно вас радует, но все же будьте настороже. Потому что вы в центре внимания. Туз жезлов, вы будете очень привлекательны. И не обязательно для лиц даже противоположного пола. А вообще любопытно будет окружающим где-то за вами наблюдать. Но если вы принимаете решение, туз жезлов, не изменяйте собственных планов. Здесь что-то очень важное будет. Не изменяйте это, знаете, как рождение какой-то новой идеи. И если мы себе говорим «да», ставим перед собой какую-то цель, значит, нужно этот путь пройти. Или не отложить на потом, а сделать первые шаги в эти 10 дней тоже. Это сама по себе возможность. А возможности, как известно, к нам иногда приходят совсем непонятным образом. У вас два туза. Туз мечей, мы говорим, выход из лабиринта. И тут же практически идет туз жезлов. И туз жезлов, он предполагает то, что если мы с чем-то определились, повторяюсь, вот как минимум 1-2 шага в эти 10 дней будет очень правильным сделать. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.